Привет, друзья! С вами ВАЗ-2232, и сегодня я хочу с вами поговорить о ресурсах, которые необходимы для изготовления крутой легендарной экипировки в игре Diablo Immortal. Мы теперь можем собирать эти ресурсы в открытом мире и крафтить такую легендарную экипировку у кузнеца с помощью этих ресурсов. Для того, чтобы получить какой-то магический аффикс дополнительно к характеристикам, нужно собирать очень интересный редкий ресурс родолит. И сегодня мы с вами разберемся, что это такое. И, друзья, в описании к этому ролику я оставлю тайм-коды, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. Поэтому устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. Ну что, друзья, мы вошли с вами в игру, и давайте сразу же подойдем к кузнецу, чтобы посмотреть, что мы можем изготовить. И здесь у нас есть вкладочка такая «Изготовление легендарного снаряжения». И смотрите, для того, чтобы изготовить какой-то легендарный шлем, легендарные наплечники, легендарный нагрудный доспех, ну в общем любой легендарный доспех, нам нужны ресурсы, а именно нам нужны запятнанные останки. И если мы хотим получить какой-нибудь магический аффикс, вот, например, к этому нагрудному доспеху можно получить аффикс к маятнику смерти, то мы выбираем искусное изделие. И тогда у нас используется такой ресурс, который называется родолит. Это очень редкий кристалл, который можно найти в открытом мире. Но, конечно, можно надеяться, что нам прокнет какая-нибудь супер крутая легендарочка и без этого редкого ресурса, поэтому можно снять эту галочку и тратить только запятнанные останки, которые тоже можно получить только в открытом мире, убивая, кстати, синих или элитных монстров, ну или выполняя другие задания. Какие именно, давайте с вами сейчас разберемся. Для этого мы зайдем с вами в боевой пропуск и посмотрим, какие у нас есть тут задания. И обратите внимание, здесь есть такая плашечка, которая называется «Коллекция материалов». Она показывает, какой у нас недельный прогресс сбора ресурсов для изготовления легендарной экипировки. Вы видите, что у меня недельный прогресс сбора 57%. Сегодня у нас четверг, ну, еще осталось 3 дня, вполне можно это все довести до 100%, но не уверен, что я, конечно, смогу. И если мы с вами нажмем на 3 точечки, мы сможем посмотреть, какие именно ресурсы входят в этот недельный кап коллекции материалов. Но если нажмем на иконку недельного прогресса, мы увидим, сколько всего в капе у нас ресурсов, которые мы можем нафармить в открытом мире. И, ребят, вы видите, что железная и серебряная руда у меня уже капы практически выполнены, и я особо ничего для этого не делал, потому что она выпадает много откуда, ну и в том числе, когда вы бегаете по открытому миру, например, выполняете какие-то данжены, то вы видите такие горки с рудой, нажимаете на них, и первое, что из них выпадает, это всегда железная и серебряная руда. Но самое интересное касается запятнанных останков и родолита, как раз тех ресурсов, которые нужны нам для изготовления легендарной экипировки. И давайте еще раз подойдем к кузнецу, нажмем «Изготовление предметов» и посмотрим внимательно, откуда мы можем взять эти запятнанные останки. Нажимаем на кнопочку «Получить еще», и мы видим, что эти запятнанные останки можно получить из особых монстров и подземелий. Почему так важно бегать каждый день по 3 подземелья, чтобы получить свой комплектный зеленый предмет? Потому что от них еще ты будешь получать эти запятнанные останки. Ну и также убивать особых монстров, это синие, желтые и красные монстры, и из них будут падать эти запятнанные останки. Но самый ценный ресурс, конечно же, это когда мы хотим изготовить искусное изделие, чтобы у нас было 3 случайные характеристики, 2-4 магические характеристики, а также магическая характеристика, которую мы можем выбрать прямо из списка. Вы видите, у меня здесь 6 вариантов на выбор, но для того, чтобы выбрать эту магическую характеристику, нам нужно потратить 6 единиц родолита. И это очень редкий ресурс. Давайте посмотрим, откуда
его можно брать. Нажмем «Получить еще», и мы видим, что родолит у нас можно получить, ну, конечно же, из добычи руды, из этих кучек с рудой, когда ты бегаешь по открытому миру, может с определенной вероятностью, очень небольшой, выпасть этот редкий кристалл. Это, конечно, столпы забвения и поручения убийцы преисподней, когда ты активируешь сущность ужаса для того, чтобы соединить 4 поручения в одно и убить монстра. Оттуда может выпасть, помимо крутой экипировки, еще и родолит. Ну и, конечно, в порталах ужаса, когда ты будешь активировать столпы, нужно обязательно быть на пекло 1 или выше, то из босса может тоже выпасть этот родолит. И тут начинается самое интересное. Друзья, скажите, пожалуйста, знали ли вы, что есть такое крутое PvP событие «Зов разрушения», откуда можно получать этот кристалл родолит? Я вам честно скажу, что играю уже в Diablo Immortal почти 2 года, и я не знал об этом крутейшем событии. Это очень классное событие, где ты будешь бегать по определенной локации и убивать других игроков. Ну, также там есть определенная механика. В общем, тебе надо будет набирать очки, и команда, которая наберет первое 1200 очков, выигрывает. Это практически казуальное событие, но с большой вероятностью ты получишь там родолит почти через каждую катку. Ну, если выигрываешь, то, конечно же, получаешь этот родолит практически гарантированно. Давайте с вами разберемся, что это за событие «Зов разрушения». Оно у нас находится на карте в такой локации, вот, которая находится на самом отшибе. Это колыбель древних. Этот остров находится сильно на западе, иногда глаз до него вообще не доходит, но иногда, когда ты выполняешь поручения, можно там повыполнять какие-то поручения. В общем, для того, чтобы поучаствовать в этом событии «Зов разрушения», нужно зайти в эту локацию колыбель древних и перейти в самый центр, в безопасную зону. Давайте телепортируемся. Чатушка, а как называется вот персонаж в игре, который имеет определенные заданные характеристики? Ну, электронный персонаж, который выполняет определенную функцию. Там какая-то аббревиатура была, вот 3 буквы. Я понял. Ты, наверное, имеешь в виду NPC. Это аббревиатура от английского Non-Player Character, то есть неигровой персонаж. Именно так называют персонажей в игре, у которых есть определенные заданные характеристики. Ну что, вот мы телепортировались, и здесь есть такой NPC, как мне подсказала чатушка, Шуриф, который как раз и управляет этим событием «Зов разрушения». Давайте к нему подойдем и нажмем, чтобы посмотреть, что это такое. Зов разрушения доступен каждый день с 12 до часу ночи по серверному времени. То есть это PvP событие, которое можно играть практически постоянно. И если мы посмотрим руководство, то здесь можно почитать. Игроки распределяются по командам в случайном порядке, и побеждает команда, первой набравшая 1000 очков. Чтобы заработать очки, захватите флаги или убивайте боссов, ну или враждебных игроков, за что дается больше всего очков. И награды здесь будут родолит. Это самое главное, зачем мы охотимся. Ну и всякая ерунда. Ну и самое приятное, что местонахождение и время появления флагов, а также враждебных игроков будет отмечаться на карте, что очень интересно. По сути, нам надо будет просто бегать по карте и убивать других игроков. И что интересно, я не знал об этом событии до тех пор, пока не посмотрел, откуда можно добывать родолит. И я думаю, ребят, что многие из вас также не знают об этом событии, но напишите, пожалуйста, в комментариях. Я могу ошибаться, и вы можете быть гораздо более продвинутыми, чем я в Diablo Immortal, и напишите, участвовали или участвуете ли вы в этом событии, чтобы добывать эти ценные ресурсы. Но давайте с вами пробежим одну каточку для того, чтобы посмотреть, как вообще выглядит это событие. Для этого мы изменим наш PvP билд на PvP.
Вы видите, что я уже здесь делаю PvP i8, да, это мой билд, который с новыми сущностями с пекла 8, но мне осталось еще одну сушку добрать для того, чтобы сделать классный ролик. Но уже у меня есть две супер классные сущности на шакрам и на взгляд теней, которые при активации кидают бомбами и шакрамами. В общем, это просто мета PvP билд, там нужно определенную синергию камней еще соблюсти, поэтому я сейчас собираю силу самоцветов, чтобы сделать очень классный ролик. Обязательно следите за новыми выпусками, если вам интересны PvP билды для Demon Hunter на уровне, на котором нахожусь я. Это где-то 2500 резонанса и 4000 статов. Ну, в общем, мы сменим на PvP билд, который я в основном играю, активируем его. Кстати, а вы не знаете, почему у меня вот при выборе вот, например, PvP 18 и PvP пропадают все из шаблона камни? Это какая-то хрень. Вот если я выберу PvE, да, у меня здесь все есть, и я вижу даже фамильярчик. Если выберу Эребан, то же самое. Но если выберу PvP, то у меня, видите, пропадают все камни, и PvP 18 тоже все камни, а спиди, по-моему, у меня уже не хватает там сущностей. В общем, какая-то хрень. Давайте я его активирую. Напишите в комментариях, если у вас так же. Просто я не знаю, как решить эту проблему. Возможно, у меня есть какой-то конфликт по, может быть, резонирующим камням или что-то такое. Если вы знаете, пожалуйста, помогите. В общем, мы активировали наш PvP билд и заходим в этот зов разрушения. Встать в очередь на зов разрушения. Набрано игроков в команду 2 из 4. Ну, конечно же. В общем, мы сейчас немножко подождем. И смотрите, вышло окошко, что зов разрушения уже начался. Переходим в него. Короче, у нас через 27 секунд начнется событие. А пока можно просто побегать, потому что у всех сейчас иммунитет к урону. Вы видите, что эта локация, в общем-то, расположена как раз в колыбели древних в самой нижней части. И вот здесь вот находится флаг. 37 секунд до него, 35, как он появится. В общем, давайте будем ждать и убивать враждебных игроков. Надеюсь, они все очень слабые. Ой, они уже начали сражаться. Слушайте, а прям сильные ребята здесь играют. Ух. Что интересно, в отличие от других событий PvP, здесь есть сферы здоровья, которые можно попить, да, и поправить свое здоровье. Я кого-то даже замочил. Короче, бегаем, ищем враждебных игроков. Для этих каток тоже нужно собирать определенные билды. Ну, в общем, наша задача как убивать монстров, так и враждебных игроков. Мы пока проигрываем, у нас 139 очков против 277, но все равно опыт игровой приятный. Здесь, по крайней мере, ты не так быстро умираешь, как на PvP-каточках. Хотя, если честно, сам матчинг игроков не совсем мне понятен, насколько они разные по характеристикам. Видите, я просто дамажу, и там ничего не происходит у него со здоровьем. Интересно будет посмотреть потом на этого игрока, если это можно будет, конечно, сделать. Смотрите, по мере убийства тут появляются какие-то стражи, которые вместе со мной ходят. Ой, классно, что у меня вот это трико акробата есть, которое позволяет избегать контроля. Но, в общем, это какая-то сильная команда играет, потому что, смотрите, они все вместе ходят, и я один в поле не воин, в общем-то. Тем не менее, обратите внимание, у нас очки сравниваются. Здесь, конечно, нужно до конца понять всю механику этого события. Возможно, я что-то делаю не так, просто бегаю и сражаюсь. Смотрите, у меня уже все сферы здоровья закончились. В общем, нужно уже по ходу дела умирать. Ну и вот сработало мое cheat death первое. И вы видите, что все. В общем, я погибнул. Тогда... О, кстати, обратите внимание, здесь точно так же, как в открытом мире, есть месторождение руды. Можно его взять, и вы видите, что выпала серебряная руда, о чем мы в самом начале ролика говорили. А почему у меня стойка стояла не та? Я хотел стойку скорости. Блин, ну что такие мощные-то все?
Ребята, сегодня четверг. Чё вы, блин, не работаете? Все играете. Ну ладно, у меня home office. Я в обеденный перерыв сел ролик записать. Ну, блин, ну это какой-то кошмар. Невозможно выигрывать Diablo Immortal. О, слава богу, кого-то я все-таки сделал. Дайте мне сферу здоровья. Ну, все равно у меня персонаж достаточно ускользающий. И если я сражаюсь с игроком, который примерно моего уровня развития, то у меня высока вероятность, что побеждаю. Видите? Получается все-таки кого-то мочить, но не так сильно, как хотелось бы. Так, у нас кто пришел там, смотрите. Ну и мы проигрываем здесь. Тем не менее, смотрите, что мы получаем. Мы получаем серебряную руду, мы получаем железную руду. Ну и сейчас можем посмотреть, кто у нас MVP. Интересно. А здесь нет такой особой статистики, чтобы посмотреть, какие характеристики были у игроков. Угу. Есть. И вы видите, можно проверить. К сожалению, этот функционал здесь не работает. То есть, если я нажимаю на персонажа для того, чтобы посмотреть его характеристики, здесь ничего не происходит. Ну, у нас явно команда была слабее. Тем не менее, выигрывать здесь тоже можно достаточно часто. И когда ты выигрываешь с максимальной вероятностью, ты получаешь этот кристалл родолит. И смотрите, после того, как мы вышли из этого события, что интересно, мы появляемся вот в этой нижней локации. И чтобы поучаствовать еще раз, нам, получается, нужно дойти до портала и перейти в безопасную зону. Это очень странная механика. Ну, чтобы поучаствовать еще раз, нужно перейти и вот к шурифу подойти и поучаствовать еще раз в зове разрушения. В общем, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, удается ли вам закрыть недельный кап по коллекции материалов, которые мы собираем в открытом мире. Участвуете ли вы в этом событии «Зов разрушения» и знали ли вы о нем вообще чего-нибудь? Ну, на самом деле мы можем получить всего 6 кристаллов родолита в неделю, поэтому часто многие игроки не доходят до этого интересного события, а получают весь родолит из других источников. Но лично мне это событие очень понравилось, и я с помощью него быстро закрываю свой кап по родолиту. И если этот ролик вам понравился, пожалуйста, поставьте ему лайк. И если еще не подписаны, обязательно подпишитесь. А мы с вами увидимся в следующем видео.